Всем привет, вы на канале Суперкит. Недавно закончился отопительный сезон и наконец-то ближайшие полгода не придется платить за отопление. Кто-то задается разными способами отопления, выискивая более дешевый вариант, а именно использует разные способы обогрева. Но также одним из способов регулировки цены за отопление является учет полученной энергии. Если отопление газовое, то используется счетчик на газ. Если электрическое, то оплата идет за накрученные киловатты. А если это центральное отопление, то можно использовать счетчик тепла. Но поспешу сразу расстроить многих. Установить прибор учета тепла – вещь непростая. Чтобы был минимум проблем, нужно, чтобы ваша квартира была подключена не стандартной схемой, когда стояки находятся прямо на территории квартиры, а еще точнее каждой отапливаемой комнаты, проходя от пола до потолка и имея отвод для батареи в этой комнате. Такая разводка называется вертикальной. А чтобы стояк был один на всю квартиру, скорее всего он будет вне квартиры, и от подачи через периметр квартиры или прямо по полу будет возвращаться до обратки. Такая разводка называется горизонтальной. Так вот, если у вас вертикальная разводка, то счетчик тепла установить крайне сложно, ведь для этого нужно изменить схему подключения. Например, замкнуть напрямую в комнатах стояки, а в стояк в кухне вставить счетчик и провести трубы по периметру квартиры к оставшимся батареям, кроме той, которая будет в кухне. Даже если такое утвердят в теплосети и вы получите разрешение, а побегать ради этого придется изрядно, то вам все равно будут насчитывать за потери тепла, которые будут происходить вне контура со счетчиком на стояках, которые будут проходить сквозь вашу квартиру. За это нужно будет платить помимо того, что вы будете оплачивать по счетчику. Про стоимость такой переделки я даже не буду говорить, тем более, что все зависит от планировки квартиры, количества комнат, батарей, самих батарей, которые захотите поставить, кранов, ну и так далее. Если же разводка горизонтальная, то с установкой счетчика не то что не будет проблем в возможности установки, скорее наоборот, вы будете сами заинтересованы в этом, так как даже если не установить свой персональный счетчик, то вам будут насчитывать по общему на дом. То есть может получиться ситуация, когда вам придется платить за кого-то. Почему так? Потому что раз мы говорим про горизонтальную разводку, то скорее всего мы говорим про квартиру в новострое. А новострой не будет подключен к системе отопления и водоснабжения без приборов учета на дом, так как новые объекты не подключаются без приборов учета. Таковы современные требования коммунальных служб. Если же вы установите персональный счетчик, то оплачивать будете по нему. А для остальных жильцов будут делать перерасчет, вычитая показания индивидуальных счетчиков жильцов из показаний общедомового счетчика. И этот остаток делить на тех жильцов, кто без счетчика. Допустим, что вы имеете возможность поставить такой счетчик. Чем они отличаются? Они могут отличаться материалом корпуса, но главное их отличие – это минимальная пропускная способность учета теплоносителя в литрах. То есть сколько минимально воды через счетчик может пройти, чтобы при этом они смогли быть посчитаны. Если речь про экономию, то нужно смотреть именно на минимальную пропускную способность. Я знаю 3 модели счетчиков, у них минимум пропуска составляет 6 литров в час и 12 литров в час. Сами счетчики, скорее всего, будут считать и более мелкий проток воды, но может теряться точность. Ну и если счетчик по документам пропускает не менее 12 литров в час, то при сдаче показаний теплосети у вас не примут показания в месяце, в котором получится менее чем из расчета 12 литров в час. То есть ниже, чем получившейся обычной математикой цене, в таком случае за месяц заплатить не получится. Ну и естественно, что счетчик, который имеет минимальный учет в 6 литров в час, стоит дороже, чем тот, у которого минимум 12 литров в час. Также я бы добавил об отличии в удобстве интерфейса, количестве передаваемых параметров и главное наличие показателя, который показывает потраченные гигакалории. Ведь именно за гигакалорию и устанавливается цена. На момент выхода видео цена за 1 гигакалорию составляет 1539 гривен 50 копеек. И вот счетчик, который сегодня на обзоре, показывает эту величину. Конечно, даже если гигакалории не отображаются, то это не значит, что это нельзя высчитать. Но проблема в том, что это придется делать по таблице, то есть лишняя работа. Во всяком случае, я именно такое слышал за ту модель. Естественно, что датчики приборов учета врезаются в разрыв трубы подачи воды и обратки.
Так плавно и подобрались к показаниям. Итак, что же нужно сделать, чтобы передать показания? Для этого нужно зайти в личный кабинет теплосети и ввести данные. Для снятия показаний нужно просто нажимать единственную кнопку и смотреть каждый показатель. Каждое нажатие приводит к показу следующего параметра. Нажать нужно столько раз, чтобы пройти все параметры по кругу. В двух случаях, а именно в случае температуры входа и выхода, а также количество часов работы и часов, когда была ошибка, будет указываться две величины на одном нажатии кнопки. Для того, чтобы посмотреть обе, нужно подождать, и через 3 секунды параметры будут меняться на экране. При этом параметр разницы температур также отображается счетчиком. Но поскольку в нем нет отдельного смысла, ведь и так известны температуры входа и выхода, данный параметр не передается в теплосеть. Сами величины, которые нужно передавать и которые счетчик отображает, достаточно очевидны. Подсчет гигакалорий, метры кубические в час, она же та самая минимальная пропускная способность учета, про которую я говорил ранее. Мощность в ваттах, интересная величина, можно сопоставить, сколько сейчас бы такая же система потребляла электричества. Температура воды на входе, здесь также нужно подождать, и через 3 секунды отобразится температура на выходе из системы отопления. Разница температур, то есть насколько успела остыть вода, по факту это можно и самому посчитать, но все равно для удобства этот параметр добавлен. Часы работы, здесь также нужно подождать, и через 3 секунды отобразится количество часов простоя. И код ошибки. После пары минут от последнего нажатия экран погаснет автоматически. После снятия показаний вы заходите в личный кабинет на сайте теплосети и параметр за параметром вбиваете все снятые данные. Поскольку теплосеть знает, какой счетчик они вам опломбировали, то исходя из этого, для вашего удобства, они делают таблицу в вашем кабинете под такие параметры и в таком порядке, как вы их снимали со счетчика. То есть минимум действий будет с вашей стороны. Будь у меня другая модель счетчика, таблица в кабинете выглядела бы также по-другому. Естественно, начинаете с даты внесения показаний, а дальше по порядку. Те самые насчитанные гигакалории, объем теплоносителя в метрах кубических, это сколько прошло за все время воды через вашу систему отопления, подсчет метров кубических в час, потраченная мощность, эквивалент затраченной энергии в киловатт-часах, температура подачи воды, температура воды, которая вышла из вашего контура отопления, время работы счетчика. Этим параметром проверяют, чтобы вы не отключали себе отопление полностью. Время работы с ошибкой. Честно, не сталкивался на практике, что это такое, но, как я понимаю, либо не было теплоносителя в системе, либо вы перекрывали отопление. Ну и код ошибки. Вероятно, он появится, если такая ошибка возникнет. И да, как говорится, не стоит расслаблять булки. Счетчик тепла, как и счетчик воды и счетчик газа, нужно сдавать на поверку. Делать это придется раз в 4 года. На данный момент стоимость такой процедуры вроде бы составляет 800 гривен. Ну и также стоит отметить и цену самого счетчика. Он стоит около 4-5 тысяч гривен в зависимости от модели, а за установку и опломбировку еще накиньте около 1000 гривен. Является ли счетчик тепла решением всех проблем по оплате высокой цены за отопление? Однозначно нет. Если помещение не утеплено, если тонкие стены с не очень хорошо уложенным или рассохшимся цементом между кирпичами, если плохие окна и двери, то счетчик гораздо вероятнее начнет вам насчитывать за потраченную энергию больше, чем было без него, по нормам за квадратные метры. Потому что если отопление хорошее, то открытый на максимум кран, которым, кстати, вы можете себе регулировать подачу тепла, с максимальным количеством прошедшей воды именно через вашу систему отопления в квартире, в показаниях на счетчике однозначно приведет к большим затратам, чем без счетчика. В случае не очень утепленного помещения счетчик может помочь лишь в том случае, когда отопление низкого качества, когда батареи холодные и добавить им температуры вы не можете никак. Счетчик хотя бы будет и насчитывать вам то, что дала теплосеть. И вам не придется бегать и постоянно им доказывать, что холодные батареи, вызывать соответствующего сотрудника и чтобы они делали перерасчет. Тут уже будет все четко. Сколько дали тепла, за столько вы и оплатили. В таком случае, даже если подтапливать обогревателем, то вы на обогреватель как раз потратите сэкономленные из-за плохого отопления.
По факту со счетчиком учета тепла вы получаете автономное отопление, которое можете регулировать как общим краном, который ставится на входе в квартиру, так и кранами или термостатами, которые устанавливаются на каждую отдельную батарею. Да, в отличие от газового или электрического отопления, вы не сможете им воспользоваться, когда центральное отопление отключено и оно вне сезона. Но с другой стороны, когда отопительный сезон в действии, только вы управляете этим отоплением, и у вас появляется мотивация к теплоизоляции помещения. Ведь будет прямая пропорциональность потраченной энергии на тепло и оплате за него. Однако помните, просто выключить отопление и ничего не платить, и таким образом типа экономить, у вас точно не выйдет. Дом находится на коллективном содержании жильцов, это прописано в правилах, и теплосеть у вас просто не примет нулевые показания. Как минимум в зимние месяцы точно. Вроде как октябрь и апрель допускаются к нулевым показаниям, пока нет отрицательных температур, либо уже нет. И чтобы эти показания приняли, они должны быть не ниже того самого минимума наименьшей пропускной способности счетчика, про который я говорил в начале видео. Вам все равно придется либо оплатить это, либо нагонять потом, открывая кран на отопление. Поэтому перекрывать отопление зимой нет смысла, даже если вас устроит в квартире плюс 15 градусов. Хотя, даже если такая температура устроит вас, она может не устроить ваш ремонт, от чего он пострадает. Но с другой стороны скажу, что если квартира максимально утеплена, то получается сэкономить до 50% на оплате тепла. При этом в квартире плюс 23 градуса. А в более теплые месяцы, когда расход тепла явно меньше, а теплосеть продолжает вам насчитывать по стандартной таксе 39 гривен за квадратный метр на момент выхода видео, так экономия и вовсе более 50%. Например, за март получилась такая сумма к оплате. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!